Приветствую зрителей 24 канала. Меня зовут Владислав Новиков, а на связи со мной Сергей Асланян. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот перед нашим с вами разговором вышла такая очень неприятная новость, но я думаю, все-таки стоит обратить на нее внимание, потому что кто-то может отнестись с скепсисом, а кто-то может действительно в этом что-то увидеть. Путину разрабатывают эликсир вечной жизни, говорит издание The Times. Чиновники, близкие к Путину, разрабатывают средства против старения. Министерство здравоохранения РФ изучает 3D-биопечать для создания тканей и органов, а также методы борьбы с клеточным старением. Также говорят, что он там купается в оленей крови, чтобы как-то, в общем-то, предотвратить это самое старение. И вот мне интересно было бы послушать ваше мнение, как вы смотрите на эту новость, потому что все-таки технологический прогресс, он присутствует. И если там 50 лет назад мы еще о таком говорить не могли, подумать об этом не могли, то сейчас все это становится вот некоторой реальностью. Хотелось бы просто, чтобы Путин до этой реальности не дожил. Я также хочу вспомнить книгу Джорджа Фридмана, который прогнозировал следующие 100 лет, так и называется «Следующие 100 лет. Прогноз событий 21 века». Он там, конечно же, углублялся в геополитические процессы, но также было упоминание, что значительно увеличится продолжительность жизни человека. Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение, вот как вы рассматриваете такого рода новость. Она выстраивается в общий ряд новостями, которые мы тоже некоторое время тому назад обсуждали, хотя они выглядели еще более карикатурно, потому что полгода тому назад, например, началось освоение 4 спутников Юпитера, Ио, Ганимеда, Европы и какой там 4-й, не помню, потому что Елабужская экономическая свободная зона распространилась в космос, и владелец Татарстана Миниханов, он такой раис всея Руси, попросил 491 триллион рублей на освоение космоса. Это несколько больше, чем бюджет России на ближайшие 50 лет. И причем он сразу 53 миллиарда уже получил от обанкроченного практически банка ВТБ, в котором Костин. И вот как раз идея в том, что выплескивается наконец этот кластер свободной экономической зоны в космос, сводилась к тому, что на одном из спутников будет биофабрика по работе над геномом человека, увеличивающим продолжительность жизни до 700 лет. Значит, первым человеком, который будет жить 700 лет, это раис всея Руси Миниханов. Второй — это один из самых высокопоставленных любителей женщин из телевизора. У него в свое время любовница была ведущая на одном из центральных каналов, и была шикарная история, такая очень хорошая мыльная опера. У него как раз внешность позволяет рассчитывать на то, что она будет востребована 700 лет, то есть вторым будет Костин, третьим, видимо, возьмут Путина. Ну, потому что у Костина у него тоже деньги все-таки путинские. И 491 триллион рублей заявлен как официальный бюджет мероприятия по освоению космоса ради того, чтобы эти трое прожили 700 лет. Поэтому нынешние работы, которые, в принципе, укладываются в нормальную совершенно, если будут изданы, красивую подборку изданий, книг, где рядом стоит голова профессора Доуэля, «Собачье сердце». Потому что «Собачье сердце» тоже было посвящено как раз омоложению или попытке продлить жизнь человека. Голова профессора Доуэля как некая промежуточная возможность тоже дать человеку пожить чуть больше, чем его физические возможности. И в целом это очень царственно. И огромное количество взорвавшихся, посчитавших, что они владельцы целой планеты Земля, вошли в историю, в том числе по воспоминаниям современников, как люди, озабоченные своей вечностью и размышлениями на тему, уж если я настолько велик, не может быть, чтобы я на общих основаниях считался человеком в глазах Бога. Наверное, мне-то уж точно дарует вечную жизнь. Но не рассчитывая на эту вечность, иногда приходилось на Земле предпринимать какие-то усилия. И когда мы анализируем, насколько, в принципе, возможно увеличить продолжительность жизни человека, мы помним старый анекдот про Леонида Ильича Брежнева, который в состоянии увядания правил страной целое десятилетие, и по этому поводу в кулуарах рассказывали с интонациями Первого канала телевидения, что вчера после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, на 98-м году жизни, Леонид Ильич Брежнев приступил к работе. Поэтому продержать в таком биологическом состоянии существования
когда за тебя и подпишут, если надо, на твоем фоне сделают селфи или выставят тебя чучелом на мавзолее, можно гораздо дольше, чем осмысленный период существования, хотя мы видим, что уж если Раис забеспокоился и попросил бюджет страны на 100 лет вперед для того, чтобы пожить 700 лет, не мудрено, что и вокруг Путина тоже есть обязательно телодвижение на эту тему. Тем более, что как выстроена нормальная олигархическая структура в России? Вот есть на месте Господа Бога на земле. Ну, на Руси давно известно, что вся власть от Бога. То есть Путин власть получил не от избирателей, не от ФСБ, не от подтасовок учителей по школам с бюллетенями, не от вбросов, а от Господа Бога. Слушай, на равных ему есть с кем о чем поговорить. Вокруг него свита, который точно знает, что ну уж этот-то помазанник Божий, конечно, ну гляньте на него. Но Аполлон же и на медведях катается, и стерхов пугает, и если надо, кому там амфора нужна, сейчас нырнет и достанет целый корабль. И вот эта вот вся вокруг него толпа людей, она живет за его счет, она имеет карьеру за его счет, она, в принципе, прекрасно чувствует себя за его счет. И вот как депутаты, которые, в принципе, в Госдуме не все за войну, обязаны доказывать свою лояльность и наверх регулярно докричаться какой-нибудь глупостью. И чем абсурднее твоя глупость, тем, может быть, быстрее тебя погладить по головке и скажут, а может быть, на следующий срок, товарищ, что-то ты хорошо тут глупости наплел. А вот свита вокруг, она бегает, ну, кто-то ботинки чистит, кто-то Путину носки стирает, кто-то за ним чемоданчик святой носит, а кто-то рассказывает ему, Владимир Владимирович, а давай-ка ты будешь жить вечно. Знаешь, вот тут есть один такой старый шаманский способ кровушки попить у народа. Если что, оленей добавить, шампанском искупаться, икрой обмазываться, глина целебная, опять-таки, со стерхами полетать, проветривает и так далее. И поскольку человек живет в ситуации абсурда, ну вот, хочу, например, войну с Украиной, ну-ка дайте мне войну, и вот тебе война. А дайте-ка мне проект 700-летнего продолжительности жизни, периода, когда, может быть, даже еще 2 раза, там, 1400. Да вот тебе, пожалуйста, стоит 491 триллион. И когда ты уже начинаешь путать реальность с фантастикой, то, в принципе, это становится нормальной темой для обсуждения в твоем кругу. И вот уже вокруг ходят люди, которые озабочены продолжительностью жизни товарища Путина. Ну, это выгодно, это здорово, и это обращает внимание. Потому что вот эта свита, она довольно безлика. Если посмотреть на российских губернаторов, они же все отлиты рожа в рожу по одному лекалу. Они же все взяты из какого-то одного специального производства губернаторов. Особенно те, которые выходцы из охраны. Их же отличить невозможно. Они же все одинаковые. И вот здесь вот такое же количество одинаковых людей, они как-то пытаются себе орденок на грудь привернуть и говорят, Владимир Владимирович, живи-ка ты вечно. Есть у меня один верный бабкин способ. Тут тебя отталкивают, говорят, да ладно, у меня тут целый НИИ, если что. Владимир Владимирович, да мы тут ща, 100 лет, вот даже книжечка есть. Ну и тут появляется Миниханов, который говорит 700. И для Путина, жизнь которого вот настолько сильно отличается от жизни нормального человека, к этому относится серьезно, финансирует. И иностранные разведки, когда смотрят, что-то происходит в этом бункере, они же очень хорошо осведомлены. Они в том числе получают эту удивительную информацию. Вы знаете, а Путин сегодня провел совещание, как продлить персонально собственную продолжительность жизни там, до 200 лет. Были заслуженные доклады, предприняты определенные шаги, начерчена такая дорожная карта, и все бросились исполнять. Через какое-то время будет следующий доклад, и мы опять будем обсуждать, что вот сейчас планочка поднята, 250 лет Владимиру Владимировичу Путину, вот, пожалуйста, обеспечьте исследовательские институты, ну-ка быстренько взялись за тему, ну-ка быстренько, что там у Миниханова, если что, в космос. Это Россия так живет. Вот в России власть настолько в космосе до такой степени далека. Это как у фильма Данелия в Кидзадзе. Правительство другой планеты родной. Ох, интересная тема, но я все-таки вынужден перейти к более темам, так сказать, серьезным, возможно, даже где-то неприятным. Это однозначно, что это темы неприятные. Сегодня и все коллеги, и я в том числе, и мои близкие встретили вот эти новости. За последнее время их очень много, которые говорят о том, что страдают мирные наши люди. Трагические ситуации повторяются. На мировой геополитической арене ничего вообще с этим делать не собираются.
Сегодня был обстреляна Украина, люди погибли во Львове, также пострадал мой родной город Кривой Рог. К сожалению, тоже люди проснулись от взрыва, вынесло стекла, и многих тоже, я так подозреваю, что контузило. Но сегодняшняя история во Львове абсолютно душераздирающая, трагическая. Это целенаправленное убийство. Эта история заключается в том, что в результате удара погибли жена Евгения, 3 дочерей, Ирина, Дарья, Эмилия. Живым остался только отец. И он наблюдал, как выносят его родных. Он чудом остался жив, потому что, сколько я понял, он решил вернуться за водой. И как раз в этот момент произошел удар. Я также еще вспоминаю на фоне этого всего историю, которая произошла в Одессе, где тоже погибла семья, остался только один муж, и который пошел в 3-ю штурмовую бригаду, к сожалению, тоже во время боевых действий, пытаясь искоренить вот эту всю путинскую свору. Он, к сожалению, тоже погиб, и мы видим, что эти истории повторяются. Когда я наблюдал и читал эти истории, мне пришла в голову цитата генерала Лебедя, я ее зачитаю. «Самые замечательные солдаты, получается, из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарилась жена, дети и родители. И вот уже это не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, он свою жизнь не ценит, она ему не нужна, ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно — месть. Именно поэтому он будет жить долго, а смерть его будет обходить». Все это катастрофически ужасно, но я бы хотел рассмотреть это еще и в отношении того, что происходит вот в мире. Мы видим, что все это происходит накануне встречи Владимира Зеленского, Байдена. А сейчас идут еще переформатирования в нашем государстве, идут определенные замены, которые не происходили ранее. Все это, знаете, вот как-то вот назревает. Назревает оно еще вокруг того, чтобы нам разрешили бить по российской территории или хотя бы сбивать ресурсами наших союзников ракеты, которые летят вот в обычных людей и создают вот этих воинов, которые будут идти и мстить. Так вот, мой вопрос все-таки, наверное, про одно и то же самое, про что мы с вами говорим из раза в раз. Как себя демократия вот это вот себя чувствует на фоне того, что происходит? Во-первых, в войне, придуманной на ровном месте одним человеком просто потому, что ему стало скучно, понятно, что и цель для ракетного удара — это не данные разведки, когда очень трудно определить, где у украинцев находятся танки, скопления техники, живой силы. Поэтому бьют по домам, по мирным городам, потому что вот они на ладони. Это проще. Украину невозможно победить. Поэтому приходится убивать кого ни попадя, потому что по армии ты уже не попадаешь. У тебя для этого нет возможности быть грамотным полководцем, у которого есть какие-то данные и понимание того, какие будут причины и следствия. Ты попал под этот куст, а там оказывается скрытый завод, и вот наконец-то ты победил, потому что ты разрушил очень важный объект. Такого не будет. Россия не так воюет. Россия воюет всегда наотмашь лопатой. Поэтому по мирному населению для России это нормальная, легитимная цель — попасть по семье, убить жену, убить дочерей. Это норм. Для всего остального мира мир стал, во-первых, циничен. Мы с вами еще до войны, кто с ужасом, а кто с восхищением, наблюдали такие атрибуты детской моды, как какие-нибудь подгузники с черепами и скелетами, диснеевский мультфильм «Невеста из склепа». И вообще это же смешно, это же здорово. Готы, как люди, которые исповедуют, как плохо жить сейчас, и давайте мы все умрем. И норма бытия, когда и жизнь копейка, и смерть не страшна, и даже смешно. Рядом с этим существуют еще религиозные фанатики-исламисты, которые считают, что 72 девственницы желательно получить прямо сейчас. Для этого нужно всего-навсего нажать красную кнопочку. И если мораль общества официально декларировала в разные исторические периоды
отношение к человеку как все-таки объекту заботы, но не надо их убивать просто так, от нечего делать, развлекаясь, например, на охоте по живым мишеням. И были попытки сформулировать какое-то, ну, хотя бы не кощунственное отношение. Оно не было искренним, но на уровне религий иногда пытались, ну вот христианство, например, как-то пыталось. Нельзя сказать, что преуспел. На уровне государств, ну, Средневековье не берем, но были какие-то периоды, там, когда, например, Елизавета Петровна в 1741 году, войдя на престол, дочка Петра I, она на 20 лет вела мораторий на смертные казни. Удивительный совершенно период в истории Российской империи. Но тем не менее он был. За 20 лет люди даже отвыкли от циничного убийства людей ради удовольствия, потому что до этого билетики можно было продавать. С детьми приходили. Интересно было. И вот сейчас в нашем, в 21-м посвященном веке, какая шикарная детская атрибутика, какие приятные, какие замечательные совершенно детские атрибуты с черепами, с костями. Ну это же смешно, ну это же здорово. То есть мы видим, что на самом-то деле люди, как очень неудачный эксперимент природы, недостойны того, чтобы населять планету Земля. Ну так получилось, что мамонты вымерли, а вот люди остались. Хотя должно было быть наоборот, потому что мамонт уж точно был гораздо лучше, чем человечество. И на сегодняшний день мы каждый раз, ужасаясь чему-то, очередному преступлению Путина, очередной катастрофе, очередной массовой гибели людей, очередной индивидуальной гибели людей, мы озираемся и ждем. Не может быть, чтобы это осталось незамеченным. Это же вопиющее. Посмотрите, на это должна быть точно какая-то реакция. И должна быть в том числе реакция политиков, общественности, потому что это на глазах не у одной деревни, это на глазах у планеты Земля. И планета Земля смотрит это по телевизору. Невозможно этого не знать и не видеть. Даже если ты этого не хочешь, даже если ты не включаешь телевизор, будешь знать, что в Украине идет война, что в секторе Газа идет война, ты будешь знать, что происходит в Мьянме. Ты не найдешь никогда на карте эту Мьянму, ты даже не знаешь, как это раньше называлось. Но ты знаешь, что там что-то тоже происходит. Ну, не говоря уже о Африке и ее вечно голодных детях. И поскольку это накладывается вот такая жуткая повседневность, когда убивают, она накладывается на общую мораль общества, где детская пеленальная пленочка, она с черепами. Ну, это же здорово. И молоденькая мама, которая 19-20 лет, покупает ее, потому что она модная вещичка. И у нее будет, если что, колготочки и футболочка на ребеночке, и шапочка с черепами. И мы хотим, чтобы после этого какие-то взрослые дяди схватились за сердце и сказали: не, ну это невозможно. Ну вот это уже точно недопустимо. Вот опять по мирным людям, вот так вот просто цинично, нажав кнопку, поставив цель у себя на компьютере, что я убью вот эту семью. Ракета «Искандер». Не может быть, чтобы это осталось без ответа и без реакции. Может. Вот как было наплевать, так и наплевать. И война чужая, и смерти чужие. А Америка при этом еще, она выпендривается. Она оружие не дает. Она говорит: а что-то вы неправильно воюете? А что-то вы себя неправильно ведете? Причем Америка в этом отношении, она ведет себя подобным образом, например, в отношении Израиля. Израилю она тоже не дает. Она говорит: Израиль, а что-то как-то ты там вот в секторе Газа как-то слишком решительно этот гнойник давишь. Ты там немножечко оставь на рассаду, потому что если ты сейчас победишь сектор Газа, так мы потом будем не знать, что делать с тобой. А у нас сектор Газа все-таки это такой рассадник зла. Мы его купируем, мы его под контролем держим. Нам это очень важно. Поэтому, Израиль, ты не получишь оружие, потому что иначе ты им выиграешь. Украина. Что, тебе опять больно? И что из этого следует, что мы где-то там должны за вас здесь как-то по-особому реагировать? Мир на самом деле гораздо хуже и гораздо циничнее, чем нам кажется. Мы видим какие-то очевидные проявления этого цинизма. Мы видим очевидную картину двуличности. И мы видим в том числе, до какой степени авторитеты великие, к которым мы обращаемся за моралью, нравственностью и конкретными делами, являются серыми и никчемными. При том, что они и президенты, и канцлеры, и премьер-министры. То есть это выдвинутые разными народами лучшие представители стран. Они на самом деле обычная серость, причем абсолютно аморальная. И вот сейчас мы в очередной раз обсуждаем совершенно кровавую ситуацию, которая нас всех
за живое берет. Потому что мы разводим руками в бессилии и понимаем, что ну вот армия бьется, вот армия пытается, но есть еще огромное количество недоработок, в том числе, когда Америка не дает оружие, когда Запад против. И вот теперь-то точно ситуация будет переломлена, потому что невозможно дальше иначе. Возможно. И вообще, вы почему сейчас? У нас после 18:00, у нас тут кофе-брейк был, а сейчас мы домой, у нас там телевизор, спагетти. Завтра с утра давайте поговорим, что там у вас. Еще завтра к утру будет убито 100 украинцев. Хорошо, мы статистику поправим, да, там плюс 100. Мы это обсудим, да, конечно. Кстати, мы, если что, выражаем глубокую озабоченность. И это вот разговор о том разочаровании, когда огромное количество стран надеется на соседей, на мировое сообщество. Есть ощущение, что кто-то придет тебе на помощь. Ну, вот как Армения рассчитывала, что когда Азербайджан будет отбирать Карабах, кто-то здесь тоже станет соучастником. Очевидно же несправедливость. Понятно же, где правда. Не может быть, чтобы не пришли на помощь. Возможно, еще и предадут. И Израиль видит, что предают, причем как? С масштабом, наотмашь. Израиль, ты не прав, и поэтому мы тебе не поможем. Да как вы смеете не помогать? Как вы смеете не понимать очевидного? Да, мы все понимаем, но помогать не будем. И Украина в какой уже раз? В 638-й? В 2959-й? В 7633-й? Разочарованно изумляется. Как же так? Вот так. И это не то чтобы ответ, но это ситуация, когда понятно, что выигрывать войну придется своими силами, придется самой, придется один на один. И как Городницкий написал, а все вокруг как будто за и смотрят ласково в глаза и громко воздают тебе хвалу. А ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник палится на полу. И эта песня у него называется «Предательство». Она якобы о другом. Нет, она как раз об этом. Поэтому нам больно, а для остальных статистика. Ох, заслушался я вас, и в принципе с этим невозможно не согласиться, к сожалению. Все-таки есть надежда на то, что все будет сдвигаться, оно как бы сдвигается. Вопрос только в том, что эти подвижки, это ну не просто как бы, не просто факт, что вот взяло что-то и поменялось. Этому есть цена. Вот самое страшное всем тем вооружением, которым нас снабдили, то, чего у нас раньше не было, этому есть конкретная реальная цена. И это страшно. Хотел бы все-таки о предстоящей встрече с вами немножко углубиться, встреча Байдена и Зеленского. Зеленский же придет и будет абсолютно точно говорить: господин Байден, вот посмотрите, за последнюю неделю у нас произошли вот эти вот события. И событий действительно очень много. Такое ощущение, что Путин пытается нас запугать. Мои личные ощущения, я вижу, что он это делает, и я вижу, к сожалению, что многие мои сограждане с открытой душой, открытым сердцем абсолютно чисто переживают вот всю ту трагедию, которая происходит. Но, к сожалению, за счет этого переживания Путин достигает своей цели. Люди, кто-то паникует, кто-то ловит какую-то деморализацию, кто-то вот слишком огорчается и печалится и уходит в эти состояния, и это сложно. Я тоже как бы вот немножко отойду от своего вопроса, но хотел бы призвать наших граждан держаться, понимать, что враг хочет сделать, и держаться, потому что на фронте абсолютно понятно, откуда стреляют, а когда в душе твои вот выстрелы происходят, непонятные. Путин вот хочет вот этого страдания, смятения, растерянности. Нельзя это ему давать. Так вот, наверное, все-таки два вопроса, Сергей. Удается ли Путину запугать украинцев? И что же мы увидим по окончанию вот этого диалога Владимира Зеленского и Байдена? Байден не будет ничего серьезного обещать, он будет кивать головой, он уклонится от любого острого вопроса, он согласится с тем, что да, вот такая вот беда с Украиной. И этот визит, чрезвычайно важный для Зеленского Украины, абсолютно проходной для Байдена. Он по этому поводу кинет головой. Рядом с ним стоит Камала Харрис, возможно, будущий президент. И на фоне того, как вот сейчас выглядит конфигурация на правящем Олимпе Соединенных Штатов Америки, Зеленский приезжает в очередной раз к тем же самым людям
для которых все это не новость, а для Зеленского нужно придумать ключик, как открыть эту дверь, потому что она не открывается. Да, на пороге с тобой разговаривают, через глазок смотрят, на самом деле тебе даже подают иллюзию вот этой пожатой руки, когда похлопывают еще по плечу, говорят, да-да, Владимир, it's fine, конечно, yes, of course. И что дальше-то? Вот это уже которая по счету встреча, когда, ну дальше-то, причем у Зеленского есть ответы, но у него нет способа подачи. Ну вот как достучаться-то? Как обратить внимание, как вам показать, что за это время очень много чего изменилось. С того момента, когда вы последний раз читали сводку по Украине, все очень сильно изменилось. И опять погибли украинцы, которые могли бы не погибнуть, спастись и выжить только потому, что оружие было бы, но вы его не даете, и еще много чего не доделываете. Это с одной стороны. Это картина, которая никак не изменится. И визит, конечно же, будет, да, визит состоится на глазах у всех, все пожмут друг другу руки. А по большому счету, важный для Украины, он не имеет никакого значения для Америки. Вообще никакого. Никак. Ну, надо принять, да, перед всем миром показать. Ну, кстати, знаете, тут Зеленский приезжал на днях. Мы с ним разговаривали. Очень здорово. Хорошо поговорили. Достигли полнейших точек взаимопонимания. Кивнули головой, добрососедство. То есть мы на самом деле, каждый раз отвечая на любой подобный вопрос, приходим к одному и тому же. К тому, что не меняется ситуация. Украину победить нельзя. Но Украине нельзя дать выиграть, чем Запад занимается. А Путин, конечно же, он знает, что человек погибает, будучи морально сломленным. И невозможно выиграть у Украины. Ну, невозможно победить Украину. Ну, не получится. Ее надо деморализовать. И пока Зеленский пытается достучаться до Байдена или до Камалы Харрис, ему кивают головой, а в это время Путин очень спокойно на завтрак, на обед и на ужин пытается убивать как можно больше украинцев в расчете на то, что без света, без тепла, с потерями жен, детей, они будут надломлены. И сила духа, и генерал Лебедь абсолютно прав в этом, она как раз иногда на основе ярости, мести, иногда морального превосходства. Именно она побеждает на поле боя. И именно поэтому Украину нужно лишить этого очень серьезного морального превосходства. Хотя ее невозможно лишить мести и ярости в желании отомстить. Потому что количество людей, мстящих на поле боя, каждый день приумножается. Потому как очень многих потери, и они идут за это мстить. Ну что ж, значит, Украину нужно будет изводить уничтожением инфраструктуры, бомбя детские сады, стреляя по школам, по рынкам, по вокзалам, потому что там гражданские. Потому что это очень больно. Потому что это как раз те самые потери, когда совсем от безысходности разводишь руками и впадаешь в отчаяние. А потом одно из двух. Либо ты сам погибаешь, будучи надломленным, что хочет сделать со всей Украиной Путин, либо ты берешься за оружие. И вот тогда твоей мести уже ничто нельзя противопоставить. И Украина, которая сейчас, мы видим, как она вот эти все 2,5 года на самом деле прогрессирует. Но мы видим, что и в Украине огромное количество внутренних проблем. Они не были решены до войны, они не были решены в предыдущие периоды правления, несмотря на, в общем, демократический и вызывающий зависть в России способ смены власти, когда президенты приходят, и в том числе в результате выборов. В России такое недопустимо. В России власть от Бога. Что Бог тебе послал, с тем ты имеешь дело. Украина другая. Украинцы другие. Но сколько еще сил тратится на то, чтобы доссорить украинцев внутри Украины? Потому что есть противоречия. Путин о них знает. И, с одной стороны, он деморализует убийством мирных людей, а с другой стороны, какая пропаганда? Она работает для того, чтобы поссорились, для того, чтобы не были сплоченными. И понятно, что у Украины, когда такой сосед, такая конфигурация, чисто географически, ну ты никуда не съедешь с этой квартиры. У тебя поганый сосед живет в соседней комнате. Ну ты ничего не сделаешь. Вот у тебя, вот ты будешь жить в этом доме. Вариантов никаких. И тогда у тебя вариант Израиля. Ты должен стать Израилем. Страной, где служить в армии — это самое почетное, что может быть. Где дети президентов не только воюют,
но и погибают, как это было на днях. И руководители фракций Кнессета своих детей отправляют на фронт, потому что в силу возраста они сами уже вне резерва, а у них дети идут на фронт и тоже погибают. И весь Израиль по этому поводу скорбит, а внутри испытывает вот этот удивительный совершенно подъем, когда ты понимаешь, что все равны, мы все едины. И невозможно в израильском обществе, в котором тоже очень много проблем, рассорить израильтян. И эти знаменитые кадры, когда после 7 октября со всей планеты Земля израильтяне полетели защищать свою страну. Они бросили благополучную жизнь, безопасную жизнь, бизнесы, деньги. Это евреи, это бросили деньги. Они бросили все, потому что их маленький крошечный Израиль нуждался в этот момент в защите. Нужно было, и эти люди показали невероятную самоотверженность. Не говоря уже о том, что они показали фантастическую выучку. Потому что то, как воюет израильский солдат, этому есть возможность поучиться. И израильтян не зря зовут регулярно консультировать разные появляющиеся в неожиданных местах планеты Земля демократии, чтобы по их образу и подобию создать что-нибудь похожее у себя. Мало у кого получилось, попытки были. И Украина не успела, да, но ей придется превращаться с таким соседом в Израиль, когда будет другое общество, когда в этом обществе будет чрезвычайно престижным должность защитника Отечества, когда все люди будут к этому готовиться, когда у всех людей будет такое отношение к стране в ответ на отношение страны к ним, что они бросят все дела и примчатся защищать Украину. Не спасать, а давать сдачи, чтобы было неповадно. Потому что Россия не угомонится. И через какое-то время не станет Путина, будет другая Россия, а потом она станет прежней, потому что Россия, она неисправима. И Россия всегда будет воевать с соседями и обязательно будет пытаться выбрать себе в качестве жертвы слабого. Если Украина будет слабой, значит, это будет Украина. Если Беларусь будет слабой, значит, это будет Беларусь. Если это будет Узбекистан слабый, значит, это будет Узбекистан. И Таджикистан. Неважно что. Россия придумает, в чем ты виноват, если мне хочется кушать. И Путин все это знает. И Путин работает над тем, чтобы сломить либо оружием, либо пропагандой. Другое дело, что мы видим, Украина, она ему не по зубам. Сергей, спасибо за ваше участие в этом непростом диалоге. Действительно сложные темы поднимаем, и я думаю, нашим зрителям приятно слышать ваш анализ насчет того, что происходит сегодня. Сегодня действительно непростой день, как и многие дни до этого переживала Украина. Вам спасибо большое за участие, и вперед к победе! Украина победит! Слава Украине! Героям слава!